Ну вот мы в Дубае. По такой залупе сейчас прошел, это будет нечто феноменальное. Ладно, без разгона, поехали. Приветуля, красотуля. Это первый эпизод этой истории, о чем вы, наверное, догадались из названия. В общем, дело в том, что я, будучи, обычным парнем, решил изменить свою жизнь и улететь в Корею и открыть свой бизнес. Ну, типа, это так легко делается, да. Пизда. Этим видео я начинаю своеобразный автобиографический сериал, в котором в режиме почти реального времени вы сможете наблюдать мои успехи и неудачи, которых, я надеюсь, не будет. Так что ты можешь пройти этот путь со мной, или хотя бы кринжануть меня. По-моему, отличный план. Во-первых, какой вообще у меня план? Это, во-первых, начать учить язык, во-вторых, подготовить и отправить документы, в-третьих, найти какие-нибудь средства, на которые вообще вся авантюра будет реализовываться. Это как бы пункт плана номер 0, но мы ответственные люди. Пункт 4 — получить базовый опыт в предпринимательстве, и пункт 5 — это получить визу. Дальше там как бы можно еще, расписать еще миллион пунктов. Но зачем? Давай остановимся на этом. Пункт 1 я реализую уже какое-то время, так что в целом, наверное, мы можем его вычеркнуть. А вот все остальное, что нам доступно, этим мы сегодня и займемся. Из документов нам необходимо документ, подтверждающий какое-либо образование, нотариальный перевод, нотариальное заверение и апостиль. И давай сразу, наверное, не будем делать вид, что мы все такие умные и мы все знаем. Этот ваш апостил? Потому что я как бы почти дипломированный юрист, и я это, сам гуглил. Потому что у нас как бы был какой-то там семинар давным-давно, где кто-то в рамках одного маленького докладика что-то про них рассказывал. И, скорее всего, просто перечислил, на что они ставятся. Поэтому давай вместе разберемся. Это штамп, смотря на который в конкретно нашем случае в другом государстве поймут, что я обучен минимальной грамоте, умею читать, писать, считать. Смотря это видео, есть сомнения, но что поделать. Пусть первым кинет в меня камень тот, кто без греха. Все, погнали к нотариусу. В общем, я получил нотариальную копию. И сегодня же я занес в многофункциональный центр эту нотариальную копию, чтобы получить апостиль. Как это правильно говорить? Я за сегодня выучил. Удивился тому, насколько МФЦ крутая организация. Походу, это наша какая-то местная мафия. Потому что даже в суде не так круто. Где-нибудь тут, возможно, появятся там вставки оттуда, мои кружочки. Очень продуктивно сегодня решаю все эти моменты. Я мог получить апостиль уже сегодня вечером, но я делал сценарий и записывал вступление очень долго. И пока я, сидел, я этот момент не записал ни на какой кружочек, но мы сидим я с очень милой женщиной беседую, которая оформляет мои документы, и она спрашивает, куда я лечу, и, собственно, я отвечаю, что вот Корея. И, в общем, она искала, и она такая, Корейская Народно-Демократическая Республика, то есть там варианты высвечиваются, я такой, не оно, не туда. Сейчас бы ушли мои документы на апостиль на КНДР, конечно, было бы интересно, что бы я с этим делал. Вот, по итогу все, Республика Корея, все нормально. Вот, какая-то вот такая небольшая история.
Когда я сделал все свои документы и отправил их в университет, я как раз-таки отправился в Иркутск, чтобы получить в консульстве свою визу. Ну, вернее, как получить. Я должен был сначала просто подать документы на нее, а потом уже получить через какое-то время. Отдельное переживание вызывало тот факт, что я записывался в консульство за 2 месяца, по-моему, если я не ошибаюсь. И когда я звонил, мне говорили, что других свободных мест может не быть. А университет дал согласие вообще в целом в последний день. А согласие и ответ университета в целом подразумевал тот факт, что они отправляют еще недостающие документы, которые нужно допечатать и принести в консульство. И это немножко щекотало нервы, будем откровенны. После того, как я подал документы, я решил, что потрачу свободное время с пользой и направился получать международные права. Видео об этом есть у меня на канале, так что после просмотра этого можешь ознакомиться и с ним. Также я проводил время со своими друзьями, и это было очень чудесное приключение в городе Иркутске. Я вновь посетил Байкал и просто классно провел время. В последний день как раз-таки мне выдали визу. Мы вернулись с Байкала, мне выдали визу, и это был... И остался только последний шаг на пути к моему самому невероятному приключению в жизни. О, привет! Не знаю, что ты тоже тут. Короче, объясняем. Объясняю. Сейчас я очень устал. Я очень хочу спать. Я нахожусь... Где? Это Дасин, Пекин, международный аэропорт. Сейчас я жду, когда вообще объявят мою посадку. Ну или хотя бы какой у меня гейт. Потому что аэропорт очень большой, и было бы круто хотя бы понимать, куда идти. Но вместо этого мы знаем ничего. У нас будет вот такой формат, потому что я решил, что будет так. Я уже не могу. Я хочу помыться, я хочу поспать, я хочу... В целом больше ничего не хочу. Вообще, я не понял, то ли это я накосячил, то ли это тут в аэропорту меня очень горячо встретили. В общем, у меня была возможность по моему билету сдать мою текущую ручную кладь в багаж, но этого не случилось. Вот. И теперь я с этим вот ношусь, хотя я хотел налегке быть только с рюкзаком. Ну да ладно. Главное, что плюс-минус я совсем разобрался. И через 14 минут... Хотя еще 5 часов, ёб твою мать. Через 4 часа я буду в Корее, а через 5 я буду заселяться. У меня очень долгая пересадка, я думал, что она будет, дольше в плане квестов. Оказалось, я совсем справился за 2 часа, и непонятно, что здесь 5 часов делать. Типа, аэропорт реально большой, и тут можно потеряться. Тут можно долго это все проходить. Но я прошел это быстро. Поэтому... Опять сизип. Короче, вот объявлений не было. Вот я клянусь. Вот я когда прилетел, объявлений вообще не было. А потом начали объявлять только вот этот. Только вот этот рейс. Только его объявляют. И больше ничего. И я вообще не понимаю, почему. Типа, что это за рейс такой волшебный, что все такие: о, надо объявлять только его. Короче, я еще покушал в китайском ресторанчике. Вот, оказалось довольно дешево, как мне кажется. Тем более с учетом, что это в аэропорту. Я предполагаю, что здесь цены выше. Вот.
выяснилось, что мне теперь в целом нравится китайская кухня. Вот, поэтому у меня появилась еще одна опция, где я могу поесть. Я предполагаю, что это будет дешево. Единственное, это прям было очень сытно. Прям после этого немного разморило. До следующего включения. До свидания. На следующий день по прилету я отправился в свой университет для того, чтобы задать ключевые вопросы, что, когда и вообще, почему, где, алло. Вот. И пока я шел, я, собственно, наслаждался пением цикад и в целом красотами Сеула. Потому что до этого я особо нигде не прогуливался, я приехал и упал спать. Короче, это вот типа пешеходная тропа. Я не могу, меня раздражают эти дурацкие цикады. То есть порой от них даже уши закладывает, и я понял, что мне нужны будут эти шумные наушники с шумоподавлением. Вот, поэтому это тяжело. Вот, но я вроде как настроил шумное умоподавление на петличке. Вроде должно быть получше. Тут типа, я, наверное, сказал уже, что тропинка пешеходная. То есть вон там вот трасса, а потом река. Вот, и между ними еще набережная с кучей всяких активностей, типа тут баскетбольные площадки кругом, как понимаю. Просто какие-то площадки, стадионы, побегать. Вот, так что топать мне еще, наверное, где-то минут 30-40. Поэтому я еще успею что-нибудь подснять. Что-то я хотел сказать, но уже забыл. Сейчас я продвигаюсь вдоль реки. Тут вот такая набережная. Я надеюсь, меня не собьют. Я вроде иду по тротуару, а это вот велосипедная дорожка. Ну да, можно было догадаться. О, еще и знак, отлично, все правильно. Я надеюсь, что я включил шумное умоподавление, и цикад не слышно, как они стрекочут. Потому что это очень громко. Кстати, вот там... Я надеюсь, это типа переход официальный, и я могу перейти по этой штуковине. Потому что это выглядит очень интересно. Нет, походу так нельзя. Ну, ладно. Вдоль набережной, если идти, мало что меняется. Вот только вот появляются утки! Все, мы идем к уткам. Все. Я забыл, зачем я шел. Тут как бы круто. Блин, ну я же могу тут просто нормально пройтись. В чем проблема? Погода тут довольно жаркая. Я обливаюсь потом. Так, вот сейчас мы такие... Оп. Вот, я обливаюсь потом. Наверное, я не знаю, надо будет что-то придумать с этим. Вот, но солнечно. Я бы не сказал, что прям жутко влажно. То есть, ну хотя, наверное, чуть-чуть влаги есть, но она такая, типа, приятная. Потому что в Сибири бы я умирал. Потому что в 30 градусов с нулевой влажностью очень тяжело. Тут есть легкая влажность и есть ветерок. Вот, у нас зачастую, когда жарко, ветра нет, поэтому очень тяжело. Меня напрягает, что я как лох хожу сейчас с рюкзаком, но это вынужденная мера. Вот, потому что как минимум надо бутылку воды где-нибудь таскать с собой. А где ее найти, если... Так, я вот по картам видел вот этот мост. И... А как мне на него попасть? Потому что я вижу вон там... А, нет, подожди, это другое. Или это тот же? Да, это тот же. А как мне перейти реку? Очень все продумано. Классная набережная, ребят, ставлю лайк. А гребаные цикады. Окей. Все, я домой, мне надо есть цикады. Туалет. Нормально. Спасибо таким парням, что они есть. Я не знаю, может быть, это была фатальная ошибка спуститься к реке. А, тут на катамаранах катаются. Все, понял. А, нет, даже на катамаранах. Это сапы. Ё-моё. Ну да, это огромный сап вот тут стоит. Я что-то проглядел. Да, тут катаются на сапах и тонут, по всей видимости. Хотя, как будто бы река по колено. Ну ладно. Когда я пришел, я с удивлением для себя обнаружил, что мне говорят, а мы через 15 минут вообще-то работать прекращаем, ты типа приходи в другой день.
Ну, благо мне дали хотя бы контакты человека, с которым я могу связаться. И я решил, что окей, супер, ребят, прикольно вы придумали. Ну ладно, сам не посмотрел. Чтобы не терять время, пойду посмотрю себе квартиры вокруг кампуса. Ну, как раз таки я буду переезжать, поэтому надо посмотреть квартиры, все дела, вообще прицениться, что кого, может, могу вообще, буду иметь представление, какие тут квартиры, что кого, то есть, ну, именно вживую посмотрев, а не на видео. Вот такая вот квартирка. Она побольше, но тут полуподвальное помещение, ну как бы оно здесь полуподвал, а уже с той стороны, уже вон там, оно уже как будто бы второй этаж. Ну тут типа на пригорке она стоит. Вот такой вот туалет. Вот. Все очень компактно. Вот кухня. Я проверю, тут все работает. Никакой живности не обнаружено мной. Хотя я не то чтобы прям... Сейчас я еще поищу. Получается депозит 5 миллионов. Аренда 46. 460 тысяч вон. Вот. Ну, кстати, потолки, ну, могу их потрогать, но не критично. Вот. Посмотрели. Сейчас поедем смотреть другую квартиру. Так, я снова смотрю новую квартиру. Сейчас это тоже полуподвал. Но, во-первых, тут ну, вот окно. Как раз таки оно вот здесь выходит. Сейчас очень дождливый день, поэтому я мог увидеть, что вроде как не затапливает меня. Все здесь новое. Здесь и новая кровать, новый матрас. Ну, ладно, кровать старенькая, но новый матрас. Вот. Вот на входе есть зеркало, aircon, кондиционер, стул, холодильник. Холодильник я не проверял, но я могу его потом проверить. Washing machine, она работает, микроволновка работает, плита работает, вытяжка работает. Вот это шкаф для вещей, вот. Ну, это все, короче, ну, для утвари. Вот. И это у нас туалет. Вот. Это я. Вот такой вот он. То есть он, ну, не то чтобы прям мега большой. Здесь тоже маленькое окошко. Вот, его можно закрыть. Оно для вентиляции. Кстати, здесь вытяжка. Здесь есть вытяжка. Она сейчас работает. Вот. Стоит это удовольствие 300 тысяч вон залог и 370 тысяч это аренда. Вот. Не считая электричество и газ. Вот. Вот такая история. Вот, я походил, посмотрел. Ну и, по-моему, все, покушал и домой вернулся. Вот, на следующий день я отправился с утра на район Мендон для того, чтобы поменять деньги, так как, ну, в целом считается, и я заметил это так, что на Мендоне деньги менять выгоднее, там в обменниках курсы поприятнее, они побольше, вот, нежели в других районах, то есть, например, в том же Дон-де-Муне, ну или, по-моему, на Хонде тоже не самые выгодные. А на Мендоне наиболее выгодные курсы. На ИТВО я пока не был, я ничего не знаю, не могу сказать. Короче, я шел, я не знаю, короче, с этого места запишем. Я шел и увидел какой-то вот, ну, вообще это тут просто, а я увидел на картах вон то. И сейчас мы пойдем смотреть мега крутой парк. Вот, тут какой-то торговый центр, как понимаю. Тут прям, ну, что-то очень солидное, очень такое. А вот тут река 100%, да? Тут речка. Йоу, я хочу туда. Вот прям вон туда хочу. Это выглядит мега-мега круто. Здесь очень безлюдно, кстати, на самом деле. Вообще, я, короче, шел по своим делам.
Вот, я думаю, я даже микрофон не буду доставать, чтобы вот это подснять. Но я все-таки решил, что с хорошим звуком получше. Тут какое-то кафе. Ну, пусть будет кафе. Тут это не торговый центр, это галерея. Арт-холл. Окей. Честно, не знаю, что это такое. И даже не хочу читать. Оно просто выглядит мега круто. Как будто бы я здесь в 12 лет бы прям вообще угорал бы бесконечно. Я и сейчас тут угораю, но мы сделаем вид, что взрослый и солидный человек. Ну, короче, прикольная штука, потом еще что-нибудь сниму отсюда. Может быть, а может быть и нет. До свидания. Короче, я вспомню, что это такое. Это какой-то мега популярный, мега известный арт-объект, что он сам по себе на карте, по-моему, в форме модификаций, если не ошибаюсь. Ну, может быть, я ошибаюсь, неважно. По-моему, я пошел не туда. Ну ладно, мы пройдемся. Вон там круто, а тут неровно. Все, мне здесь не нравится. Вот, и, короче, тут, типа, какое-то арт-пространство, типа, сделано, короче, вот из железяка, бетона. Ну, типа, что-то креативное. Вот. Короче говоря, ну, там что-то песка насыпали. Вон, камни разложили, типа, ну, как понимаю, что-то в духе японского сада, но немного нет. Окей. Круто. Вот я внутрь попал, а как мне отсюда выйти? Мне здесь не нравится. Мне здесь делать нечего. Здесь, ну, это просто бетонно-металлическое нечто. Окей, я вижу лестницу. Мы пойдем туда. Поэтому, ура, тут еще ветер, а я ветрозащиту не налепил. Круто. А чё, тут только лестница? Здорово, ребята, вы вообще лучшие. Потом мы будем подниматься. Вот. И после этого я подумал, ну, чё бы нет, как раз таки рядом. И по-быстрому забрался на гору, на которой стоит Сеульская башня, вот это Seoul Tower. Пока взбирался, я решил забраться на нее по ступенькам, то есть там 2 маршрута по канатной дороге и по ступенькам. Я выбрал трушный вариант. Честно, пока я взбирался, я молился лишь о том, что я взойду на нее и сяду покурю. С превеликим удовольствием я обнаружу, что вся гора является зоной для некурящих. И там нету никакой маленькой курилки. Вообще. Поэтому в следующий раз я отправлюсь туда на канатной дороге, заберусь на эту башню и посниму оттуда влог. Ну и с удовольствием отправился домой, лицезрея ночной Сеул. На следующий день с утра я отправился смотреть новые квартиры и заметил закономерно, что в целом здесь в основном квартиры сдаются без мебели. То есть если ты на мебели никак не договорился, это значит, что мебели не будет вообще. Тебе дадут, скорее всего, холодильник и стиральную машину. Дальше успехов. Все. Может быть стул, кстати. Может быть будет стол. Но спи на полу. Поэтому для того, чтобы лишний раз не договариваться, мало ли это войдет в прайс, я решил еще проверить, а сколько стоят сами кровати и матрасы. Ну и в целом все спальные принадлежности, вся эта история. Я не нашел ничего лучше, кроме как отправиться в Икею и посмотреть это все лично. Короче, рассказываю историю о том, что вообще сегодня произошло. Я это снимаю, не отходя от кассы пока, почти что. Решил я пойти проверить ценники на матрасы и кровати в Икею. И, как обычно, я решил пойти пешком. Я выбрал, маршрут на картах. И я не знаю, то ли карты считают, что, если я россиянин, и они об этом откуда-то узнали, то мне можно бездорожье спокойно включать, какое-то рандомное, еще что-то. Я весь нарядный, весь в белом, в сланцах, потому что по прогнозу был дождь, и я такой думаю, не хочу опять мочить кеды. Короче, вот нарядный, красивый, в туфлях с пакетом на выборы.
Я попёрся где-то, наверное, 10 километров. Я начал догадываться, что что-то не так, когда я уже минут 20-30 шел в гору, и она не хотела заканчиваться, и я видел, что мне после этого еще сколько-то идти. Я такой, ну что-то уже как-то странно вы придумали. Тут, короче, в какой-то момент я вижу, что я прошел поворот на горе, и там, типа, чуть-чуть пройти, и я выйду там на трассу, еще на какую-то нормальную дорогу. Вот, ну, а я шел по горе в довольно нормальных местах, я это не подснял, потому что мне как-то было впадло. Я не думал, что мне это пригодится. Короче, я свернул, а там оказалось вообще нет дороги. Там, ну, типа, тропа для хайкинга. То есть туда люди идут, ну, в кроссовках, там, не знаю, в какой-нибудь в обуви для хайкинга. Они туда идут, чтобы вот, ну, вот, покорять вершины, проверять себя. А я в туфлях с пакетом на выборы. Короче, я просто упертый. Принимаю поздравления, я на 300 метров пропидорасил дальше, чем нужно. И мы возвращаемся! Ура! Знаешь, почему я прошел этот поворот? Блять, я думал, это, ну... Я и представить не мог, что это официальная дорога, блядь. Поэтому я не захотел свернуть ни тогда на горе, ни когда я с нее начал спускаться. В Новосибирске строили дорогу, а уебали рельсы. Я Аллаху, естественно, признаться. Я вообще шел в Икею. А попал я опять хуй пойми куда. Поэтому мы топаем вон туда. Еще я опять взял, ну, на этот раз я взял зонт, потому что по прогнозу был дождь. Дождя нет. Я просто таскаюсь с очень стильным аксессуаром. Короче, я очень надеюсь, что я сейчас поднимусь, и там не будет такой штуки, типа, молодец, спускайся обратно, тем же путем, что и поднялся. Я надеюсь, я сокращу дорогу по прикольному пейзажу. И после этого я, насчет вас не знаю, окажемся чуточку ближе к Икее. Если бы я следил за мировыми трендами чего-нибудь, может быть, я бы знал, что сюда актуально вставить какую-нибудь, ну, не интеграцию, но хотя бы шутку про то, что я иду покупать очередную мягкую игрушку, которая завирусилась из Икеи. Я не знаю, что там вообще популярно у молодежи. Поэтому в Икею мы идем смотреть унитазы, туалетные ёршики. Я прошел там сколько-то метров. Я уже подумал, что ну я же много уже спустился. А я спускался там по камням, по грязи. Я очень надеялся, что тут нет клещей. И я просто не нарвусь на каких змей, которых я не знаю. Я типа не знаю, ядовитые они или нет. Потому что я вообще самый лакомый кусочек был для любой живности тот. Поэтому мне было немножко не по себе. А в тот момент я вообще ничего не снимал, потому что я подумал, что мне важнее заряд на телефоне, и я вообще хотел бы выжить. Вот, поэтому я ничего не снял там. А когда я вышел, я, короче, оказался... Я спустился, ну, просто по говну я спустился, а там какая-то, ну, выглядит как подпольная, типа, ну, ферма, где траву выращивают, что-нибудь такое. Вот, я спускаюсь, никого особо не нахожу, очень уставший, очень вообще полуживой, вылезаю, вижу там люди, и я такой, ну ладно, типа я просто культурный человек, поэтому я на горе не курил. А в такой момент прям очень сильно хотелось. Я подхожу такой, типа, а здесь можно покурить? Они такие, да, здесь можно. Я закуриваю, и они такие рассказывают, корейцы, что я набрел на какой-то их
локальный языческий храм. И я пришел туда вот к моменту, когда жрица начинала какой-то ритуал. И мы немного разговаривали с этим мужиком. Он немного мне рассказал об этом, немного поспрашивал меня, откуда я иду, куда я вообще иду, как я вообще тут оказался. Такой нарядный, красивый. Вот, по итогу, и уставший уже. По итогу, короче, он принес мне энергетик какой-то на вкус. Ну, просто как обычный энергетик. Вот, обычный классный энергетик. Угостил меня. Я покурил. Я сидел там, очень уставший. Меня съедали. Вокруг меня кружила огромная стая мошек. Я курю сигарету. В другой руке я попиваю энергетик. Прям как в России. А в этот момент звучат барабаны, какие-то рандомные звуки, которые, ну, просто выбиваются из... Они вводят в транс, и это все очень странно на меня давит. Это вот гора, из которой я только спустился. И это очень странный опыт, я хочу так сказать. По такой залупе сейчас прошелся, блядь. У меня вся срака, блядь, грязная. Сука. Мне пришлось, блядь, закатать штаны, чтобы точно, чтобы их, ну, внизу хотя бы не угваздать. Я хуй знает, блядь. Я, наверное, если что-нибудь натер, блядь, там тупо дороги, блядь, нет. Я просто по камням вниз нахуй хуярил. Дошел до места, на которых обозначалась Икея на карте. И это оказался просто какой-то живой дом. Я уже в сердцах. Такой, ну хотя бы, чтобы не расстраиваться, купил себе мороженку и угваздался ей еще дополнительно. И какие-то крутые, новые, никогда таких. Новинка. Вот такую штуку я купил. Сейчас буду тестить. В общем, купился, чтобы не расстраиваться. Только открыл мороженку. Ищу, куда выбросить вот эту фигню. Упаковку от нее. Обращаюсь к рандомному корейцу. Такой, типа, а куда я могу это выкинуть? А он такой, типа, ну, показал. Ну, там, в общем, мусорка была. Я спросил, могу ли я туда выкинуть, потому что тут же сортировка мусора. И я хотел бы уточнить, то есть я могу вот в эту мусорку выкинуть, или это, типа, ну, для других отходов. Вот. И мы с ним тут же разговорились. Короче, он оказался фанатом России. Он хочет в Россию приехать. Ему очень нравится классическая русская культура. Там, ему нравится Рахманинов, ему нравятся другие классические композиторы, ему нравится архитектура классическая, ну вот царского периода, как я понимаю. Вот мы с ним разговорились. И он тоже начал спрашивать, куда я иду. Я ему сказал, что я шел в Икею, но сказал, что я не нашел. Он такой, так она вон там. Я говорю, ее там не было. Я по картам дошел, ее там нет. Он такой, так она там есть, она вон там 5-этажное здание. Я такой, ну так, подожди. То было 4-этажное жилое. Говорю ему, типа, можете найти это, пожалуйста, на телефоне моем? Он находит, и меня сюда, я сейчас нахожусь в Икее, вот так вот, меня сюда не довело 500 метров. Спасибо большое Яндекс.Картам за то, что они существуют в России, и они в России настолько хорошие, я вот недооценивал их. Что-то я больше не хочу в горы. Я не хочу в горы случайно. Вот так. То есть целенаправленно можно, но случайно в горы вообще больше нахуй никогда. Пока-пока. Я бы хотел официально обратиться ко всем богам, которые пристально следят за мной и моими заключениями. А можно, пожалуйста, на сегодня мы закончим? Я очень хочу отдохнуть дома. Спокойно добраться домой и отдохнуть. Пожалуйста.